Hi everyone, с вами Ева Лорман. И мы продолжаем сериал под названием «Как подобрать цвет волос по цветотипу кожи». И это уже 8-й ролик. И сегодня на повестке дня фарфоровый цвет лица. Итак, let's go, друзья! Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, и мы едем дальше. А я напоминаю, что это целый сериал, в котором мы уже рассмотрели вот эти варианты цвета кожи. Кому интересно, можете посмотреть. И по традиции хочу задать вам вопрос, какой это цветотип, как вы думаете, и почему вы так думаете. А мы пипеткой в программе Photoshop берем цветопробы с нескольких точек на лице. Я, как правило, беру с 3 точек. Вы можете даже попробовать и с 4, и с 5, сопоставить эти цвета. То есть минимум хотя бы 3. И какой коллаж у нас получается? Мы видим картину маслом. Этот цвет называется фарфоровый. Я думаю, даже и объяснять не нужно, почему он так называется. Разложим этот цвет на составляющие, и мы видим, что основной цвет – это цвет синий-фиолетовый. Конечно же, в любом цвете кожи содержится и желтый пигмент или красный пигмент, но для пущей наглядности мне хотелось вам показать, что именно в этом цвете кожи желтого и красного пигмента крайне мало. И здесь все просто. По цветовой звезде основной цвет лица находится напротив оранжевых оттенков, именно тех, которых не хватает в лице нашей модели. А это говорит о том, что именно такие цвета, по идее, должны идеально сочетаться с цветом данной кожи. И давайте же проверим это на практике. Покрасили нашу модель в темно-русый пепельный. И, конечно же, мы видим печальку печальную, потому что этот цвет совершенно здесь никуда. Он не имеет желтых или красных оттенков, и лицо у данной модели становится просто белым. То есть оно и так светлое и не имеет теплых оттенков, а мы его еще больше охладили. То есть все пепельные оттенки, тем более темные, они обязательно осветляют и охлаждают лицо. То есть пепел здесь вообще никак. Но зато он как, кому надо осветлить или охладить лицо. Понимаете, в чем фишка? То есть я говорю, как сейчас математик. Здесь нет, зато где-то будет супер да. Я надеюсь, вы понимаете мою логику. А мы делаем следующее окрашивание и красим нашу модель в темно-русый коричневый цвет. То есть мы добавляем здесь тепла. И что можно сказать? В любом случае здесь работает контраст, потому что лицо очень светлое изначально, плюс темные волосы, шестерка – это темный цвет волос. Здесь срабатывает контраст в минус, потому что он опять осветляет лицо, и по большому счету мы ничего дальше не наблюдаем. Никаких трансформаций и изменений. Лицо стало просто более светлым. На мой взгляд, такой контраст здесь не нужен, как бы так скажем. Ну и переходим к следующему цвету. Это темно-русый красный. Уже более как-то интереснее по сравнению с предыдущими цветами. Но опять же, работает контраст, и, на мой взгляд, лицо все равно еще слишком белое. Но это, опять же, на мой взгляд, может, кому-то это и нужно, может, кто-то и хочет именно так выглядеть, чтобы лицо было белым-белым. Такие вещи на любителя, но если вы хотите покраситься в темный цвет, то при таком цвете лица темный должен быть обязательно с какими-то красными оттенками. Это как минимум вы видите, что коричневый или черный или пепельный здесь вообще ну никуда. И опять же это на мой взгляд. А мы красим нашу модель в следующий цвет русый золотисто-медный. Вот уже как-то поестественнее и пореальнее. Я таких людей часто встречаю. Именно с таким цветом лица очень часто у людей яркие волосы. То есть стилисты и сами вообще люди, конечно же, соображают в этом не меньше нас, и они интуитивно делают себе такой цвет. Поэтому я за медные оттенки, тем более по цветовой звезде, он нам максимально подходит. То есть он восполняет недостаток желтых и красных пигментов кожи. Единственное, пока что меня смущает в этом цвете, это контраст. Он, на мой взгляд, слишком темный для такого цвета лица. Ну, посмотрим, что будет дальше. Смотрим медный цвет.
Медный или золотисто-медный или медно-золотистый, эти цвета очень похожи, и многие люди вообще не видят между ними разницу. По сути, в какой-то степени они и правы. Что предыдущий цвет, что этот цвет, между ними большой разницы нет в плане изменения цвета лица. Но по насыщенности они все-таки отличаются друг от друга. В медном присутствует больше красного, а в золотисто-медном больше желтого. Поэтому тут уже выбирает каждый для себя сам, что бы он хотел получить. Единственное, что медный цвет, он делает лицо более холодным. Опять же, такой момент. А как мы уже понимаем, для этого лица это не является плюсом. И нам нужно выбрать цвет волос, в котором будет присутствовать теплый. А это все-таки золотисто-медный или медно-золотистый на крайний случай. И смотрим следующий цвет. Этот цвет называется светло-русый натуральный. Сам по себе цвет, конечно же, шикарный. Но если посмотреть на сочетание цвета лица нашей модели и этого цвета волос, то на картинке, кстати говоря, выглядит это очень даже нежно и как-то волшебно, монохром, что в первом варианте, что в седьмом варианте. Но когда ты видишь такого человека воочию, то испытываешь такие смешанные чувства. Лицо слишком холодного цвета и слишком белое. На подиуме такие варианты просто в супер тренде. Ну а жизнь это другая история, поэтому тут уже зависит от того, какой сферой деятельности вы заняты. Скажем так, на любителя. Следующий цвет медно-золотистый. 8 уровень. Вот именно этот вариант я считаю одним из самых правильных, потому что в нем есть золотистый, который восполняет недостаток кожи желтого пигмента, и медный, который восполняет недостаток в коже красного пигмента. И в итоге получается какая-то идеальная картина. Тут самое главное угадать с уровнем тона, то есть с темным или светлым. Я считаю, что 8, в общем-то, здесь очень даже неплохо пока прижилась. Но посмотрим, что будет дальше. Как вариант, как вариант. И следующее окрашивание светло-русый золотистый цвет без медного. На мой взгляд, мило, нежно. И это, в общем-то, можно объяснить, если вспоминать предыдущие ролики, в которых мы делали примерку красному лицу золотистых волос, мы видели, что на фоне золотистых волос красное лицо становится просто сумасшедше красным. То есть по этим понятиям золотистый цвет, он вытягивает какие-то остатки или переизбыток красного пигмента в коже. То есть он его подчеркивает. И золото здесь сыграет, конечно, свою положительную роль именно в этом случае. Если не хотите быть медных оттенков, то, возможно, золото – это ваша тема. А мы красим нашу модель в блонды. Интересно же, как на этом цвете лица будет выглядеть блондин, светлый блондин, пепельный, например, 10-1. Тоже, знаете, на любителя. То есть, если для подиума или для каких-то фотосессий, или если человек работает в индустрии красоты, в каком-то таком фэшн, в общем, месте, то, возможно, такой цвет, он выделит данного человека из общей толпы. То есть, сейчас так модно, неважно, красиво это или нет, главное, чтобы ты выделялся. Вот что важно, и этот цвет срабатывает именно так, на мой взгляд. Это монохрома, монохром нынче в тренде, поэтому, пожалуйста, как вариант, как вариант. И следующий цвет тоже блондин, фиолетово-пепельный блондин 1061, и лицо как-то сразу стало другим цветом, то есть на фоне именно такого цвета волос лицо выделилось. Хорошо это или плохо решать вам. На мой взгляд, даже предыдущий монохром нравился мне больше. Здесь какое-то лицо нездорового цвета получается. Она и так бледная, а получилась еще более какой-то серой, на мой взгляд. Даже немножко зеленца какая-то, может быть, я уже присмотрелась к ней. Ну, в общем, если монохром, то все-таки предыдущий. И следующий цвет блондин перламутровый 10-8. И, наконец-то, я нашла цвет волос, который заставит этот цвет лица стать более теплым. Неожиданно, но он существует. Этот цвет 10-8, перламутровый блондин. Это синий сектор в цветовой звезде. А синий находится напротив оранжевого, который и вышел сейчас на поверхность. То есть синим цветом мы вытянули эти малейшие частички желтого и красного пигмента на поверхность. То есть синим цветом мы подчеркнули красочность лица. Лицо обычного красочного цвета. Может быть, не такое красочное, как у смуглых,
но все-таки оно имеет цвет. И что важно, здоровый цвет лица. Вот такая интересная история с фарфоровым цветом. Но справедливости ради можно сказать, что такой цвет волос перламутровый мало вообще кто способен себе создать. И мастера также не все способны сделать такой цвет. Для такого цвета нужно супер осветление волос и так далее. В общем, мало кто идет на такие шаги, поэтому в большинстве случаев люди с таким цветом лица предпочитают медные или золотистые оттенки. И в этом я их поддерживаю. А теперь посмотрите на этот коллаж, который мы сегодня с вами создали. Напишите в своих комментариях, какой же из этих вариантов вам больше всего понравился, а какой вы считаете самым неудачным. На этом все. Надеюсь, ролик был для вас полезный. Благодарю вас всех за активное участие в моем канале, за прекрасные комментарии. Продолжайте в том же духе. Bye-bye, everyone. С вами была Ева Лорман. И до встречи в новых видео. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Эй, народ, не скупись, лайк поставь, подпишись, я тебя сейчас пляшу. Подпишись же, блин, прошу. Колокольчик тут же жми, делись со всеми, не томи. Хватит даме танцевать, пора идти видос снимать.